Это мы сейчас вкратце прослушиваем, прогоняем микс, который будет на Бейсленд шоу. Короче, всякая разная ломотня тут вот. Интересно. Концовку микса супер приятно. Все, не раскрываем никак. Я хочу завтра еще кайфануть. Какие треки я услышал, все. А это оставим. Короче, едем пожрать. Потом обратно на студию. Да, короче, у нас Прокси Драйв. Прокси Драйв, да. Катаю профита, вернее, профит. Бля, с этим человеком, конечно, вот. Я приехал во сколько? В 4:30, сейчас уже в 8 почти. И мы ничего не обсудили. Да и так, что-то поверхностно. Здесь, туда-сюда. Но самое главное, турник, ребят, тоже занимается спортом. Пытается, блядь, да. Иначе нельзя. Ну это хорошо, это хорошо. Жека, отжимания делай. Прям, блядь, это пушка. У тебя и пресс заодно сразу же прокачивается. Отжимания. Как в планке стоишь. Отжимания, да. Несколько подходов, там 3-4 подхода по 15 раз, по 20. Ну сколько у тебя получится. Блядь. Ты прям будешь чувствовать, как у тебя мышцы твердеют. Тонус появляется, ты их будешь чувствовать, когда напрягать. Короче, это ощущение охуенное. Здорово! Вот, да. Делать тоже ничего. На черное. На черное понтове, да. Все, значит, черную забираю. Пластинки! Студию! Один другой. Красава, спасибо. Инь-янь, черный цвет. Да. Как всегда его. Ракета. Крутяк, спасибо. Души, братан, вообще. У меня 650-е, да. Да, это 60-е. А они в чем отличаются от 50-х? Детализация. Вот ну, здесь они, да, круче? Да, они новее и детализация круче. Ага. У них чуть поменьше баса. Вот завтра в эфире так и будешь. Знакомлю Прокси с новыми, с новичками в драм-н-бейсе. Вообще постарались. Насчет всего сведения микса. Очень. Так вообще ровно. просто пиздец. Здесь, конечно, верхов до хрена, наверное, поход. Ну тоже назовешь тут музон драм-н-бейс. Ну это ж не драм-н-бейс. Это, Да, вот такой музон. И я, короче, встаю после Тохи Тедди Киллерса, который весь час на механике разъебывал нейрофанком, грубо говоря, вот просто держал так металл. И я подхватил немножко мейнстрима и потом вот свалился вот в эту, поиграл немножко чейзов, Яна там, ну, короче, разный саунд. И народ такие, типа, бля, нихуя, что-то, блядь, необычное нахуй. А то они все привыкли к нейрухе, грубо говоря, как чтобы... Да. А тут, блядь, нихуя себе там разный саунд. Охуенно, очень много отзывов. Ребята, причем их альбом пиарил у себя в инсте этот Джейсон Стэттем. Прям такой. Да. Я увидел. И они, знаешь, как назвали это? Чейз Инстеттем. Я увидел разок на фестивале. Прошел мимо меня. Ну такой вот пониже. Да ладно. Да. Ну-ка, встань. Пониже тебя? Да. Серьезно? Ну, вот так, да. Да ладно, Джейсон? Да. Ну он такой не... Бля, я думал, вот как я вот ростом, как ты точно же. Не, ну мы среднего как-то роста, да. А он как-то пониже среднего. Охуеть. Ну он такой как бы, ну, такой... Не знаю, как спародировать. Коренастый. Ну коренастый, да, ну и такой как бы... Ну не быдло, да, вот английское, а вот... Ну может быдло чуть-чуть. Ну такой как бы на понтах, в общем. Мне понравилось.
Не, ребят, вот из всего, что есть на студии, Профиту понравилось, блядь, больше всех вот это просто клавиатура. Смотри, она Ростест, не гравировка с русскими буквами, санкционочка. Нет, там вот это, что-нибудь. Это само собой. Какие-то супер детализированные. Просто это то, что я могу купить и позволить себе из всего, что у него есть, блядь, остальное космос. Приятно было познакомиться. И мне. На самом-то деле. Только я помню, ты хотел валить пизды мне на Future People, когда мы там что-то они бухали. Но ты меня не запомнил, и слава богу. Подожди, ну-ка напомни. Нет, все, брат, проехали. Ну, да давай, мне тоже интересно. Серьезно. Короче, мы что-то пришли к вам не в шатер, у вас же там другая какая-то сцена была, где я еще покрас лампас ее, короче, разрисовал, которую... И там был Волок оба, короче. Блять, мы с Волоками недавно тоже обсуждали эту хуйню. Короче, у меня... да ладно, да? У меня организатор. Ты на меня стал бычить, типа, хотя я не помню даже с хуя. А я... что-то такой... И Горох такой, а чё ты на малого, блядь, блядь? Короче, я тебе объясняю со своей стороны. У меня организатор этой сцены, знакомый, хороший знакомый, Санька. Он мне говорит, блядь, там чуваки Волоки нахуй, и еще кто-то бухает за сценой, хотя они сегодня не выступают, они выступают типа завтра. Понятно, вот завтра будут бухать. Кир, можешь попросить им объяснить это, чтобы они вышли, чтобы другие артисты здесь были? Я такой, ща подойдем. Я, подхожу и говорю, пацаны, блядь, у вас сегодня выступления нету, завтра будете тусить, а сегодня, пожалуйста, покиньте это. Все так и было. Пацаны потом говорят, кто-то из, я не помню кто, сейчас стоят и не уходят, что-то вы там делали. Я такой, бля, пацаны, ну вас же попросили выйти прямо сейчас уйдем. Вы опять давай тянуть, я уже начинаю бычить, и вот пошла вот эта хуйня, понял, да? Вот иркутяне охуели вообще, блядь. Ну, короче. В Москве, в Чертаново, вообще заебись себя чувствую. Ладно, слушай, Кирилл, да похуй, что было, то было. Да не, все заебись, вообще охуенно. Мне тогда вообще 19 лет было, блядь. Это малой. Вообще, блядь. Мне по кайфу было. Охуенно. Если бы еще и попиздились. Да, это было вообще заебись. Было бы вообще что вспомнить, поржать. Все, мужики, не отвлекаю вас. Давай. Всем удачи, от души. Кстати, Прокси один из старых пишет на Лоджике. Старовер. Да, старовер, да. Logic это классно. Ну, кстати, есть, я не знаю, как это назвать, либо какие-то алгоритмы ресэмплинга есть у Ableton свои, которые отличаются от лоджиковских. Я не сравнивал с Cubase, но мы сначала делали проект вот здесь, в Ableton, потом здесь же открыли на том же самом звуке в Logic и заиграло по-другому. Как бы заиграло, как будто пространство больше. Непонятно, как объяснить. Никто еще нормально не объяснил. Но есть такое ощущение, что... Аблик более плоский? Угу. Что аблик более такой, какой-то сжатый. Не знаю. Может быть, это хорошо как раз, если ты драм-н-бейс делаешь или какую-нибудь электронную музыку. Ну, в аблике я, например, не представляю, как можно оркестровую делать. Мне кажется, узковато что-то. Я не знаю, что это. Может быть то же самое, может нет. Может от конвертеров зависит, может хрен знает. Может сочетание алгоритмов и конвертеров. Которые у тебя здесь, считай, выводят звук из цифры. В общем-то, это цифровой звук, но что-то по-другому. Может быть, из-за ресэмплинга он как-то по-другому ресэмплирует. То есть Logic и Cubase, они были там в начале. Потом Apple, считай, выкупил Logic и в общем, да, под себя, да. И, в общем, я стал работать на Маке. Хочу или не хочу, вот как-то вот так. Вот, а потом появился Ableton, и переходить уже стало лень. Но я играю лайв-сет всегда с Ableton. Вот играть, конечно, Logic там сейчас что-то намутил, но я даже не смотрел, я привык играть именно с Ableton, потому что там вот так все вертикально, дорожки, соответственно, вон программируешь все ручки на контроллер, которые нужны. И, в общем, поехал. Ну, типа того. А я сейчас еще и Reaper изучаю. Новая вообще фишка. Да? Да. А есть еще Bitwig. Ну, Bitwig, да. Слава Фрэнк работает. Брат Ableton, да. И что, говорят лучше? Вообще разницы никакой. Вообще у меня, вот смотри, у меня есть и Fruity Loops тут. Да. Потому что я с нее начинал как... То есть я сэмплы подгонял во Fruity Loops.
и делал там какие-то ударники, бит, а потом по дорожкам все это экспортировал в Logic. То есть вот так я все свои первые треки писал. Потом обленился и начал все делать в одном Logic. Ну, лень стало, знаешь, там что-то как-то так, потом что-то упор какой-то больше на скорость пошел, чтобы надо побольше написать за короткое время. Вот. И, ну вот я в дань уважения Fruity Loops, но я хочу опять что-то там попробовать таким же способом, именно как сэмплер, знаешь, там его использовать. Вот, хочу вернуться. А так и тоже и Ableton есть. Бля, на самом деле каждый дрочит как хочет, бля, поэтому. Да, конечно, конечно. Да, главное, чтобы результат. Да. Чтобы не было это все говном. Здесь у меня один входной канал, вот слева. Потом идут железные синты, которые, соответственно, по MIDI управляются, только те, которые по MIDI. То есть вот ты их снимал раньше. Slim Fati, Iridium, Matriarch. Соответственно, здесь нажимаешь вот так вот, канал выбираешь, да, и можно поиграть с синтом. Вот такая штука. Только здесь надо нажать кнопочку пониженной латентности. Латенции, не знаю, как это сказать. Вот, теперь играет один в один, ну, с моим пальцем, когда я нажимаю. Давай, Рейвен. Это Рейвен ремикс. Да, ну и соответственно вот 3 канала для сэмплера, если какой-то сэмпл загрузить, 5 каналов софтовых инструментов, чтобы здесь вот так вот берешь, выбираешь вот синты, которые здесь стоят, и соответственно аудиоканалы, где у меня стоят все там ударники и так далее. И вот мастер-чейн там уже подготовленный, ну такой типа плюс-минус, что я использую. То есть там эквалайзер на мастере, что там дальше. Открывайся. Вот тейп софтюбовские теплости придает, теплоты. Потом стереобас-компрессор, тоже ничего особенного. Потом мультипрессор лоджиковский, как бы мультибенд компрессор он же. И вот мастеринговый эквалайзер. Я вот кручу вот эту ручку и вот эту и вот эту, и все, и больше я ничего не кручу здесь. Вот, и лимитер, самая классная штука. Вот, здесь я тоже выбираю пресет какой-нибудь, вот такой. Ну, и здесь что-нибудь ручку покручу, и, в общем, все. Ну да, плюс-минус. Так, давай, последний ритм слушаем, и я погнал. Блять, я у тебя уже полночь, ребят. Я у него с 4:30, 7,5 часов. Так, все, у меня уже башка отваливается. Мы прощаемся или что? Да, все, мы прощаемся до эфира. До эфира. Да. Это был Прокси, это был Мака Рекордс, это была Любовь, Профит, все дела, Бейсленд Шоу завтра. Любовь.